Мы едем в поезде Владивосток-Москва. Весь путь изначальный в конечную точку занимает 7 суток. Многие так и проводят в дороге целую неделю, взяв с собой приличное количество еды, питья, книг, карт, настольных игр и всего того, чем можно скоротать время в пути. Lenin is not there anymore. It's just a piece of meat that represents what Lenin was. Now the government has an idea to bury him, to make him a grave. Is it good, or should he stay on his place on the Red Square? I think this really should not matter. Like, wherever his body is, what he did or what he did not has already happened. But I understand that it should mean something for people that like or don't like him. So I think it should be a choice that represents the majority of the people of the country. С Эдуардом мы еще увидимся в Петербурге, и он расскажет нам о своих впечатлениях от поездки по России. А мы покидаем поезд в следующем пункте нашего путешествия – городе Хабаровске. Лишь только мы успели выйти на перрон, нас сразу предупредили. Хабаровск – это пороховая бочка, которая может взорваться в любую минуту. В самом сердце города находится Хабаровский нефтеперерабатывающий завод, который служит поводом для множества баек и страшилок. Но, несмотря на это, жизнь в городе вовсе не останавливается, и жители не сидят в страхе по укрытиям, а вместо этого ведут активную, веселую жизнь. Ежегодно в Хабаровске проходит овощная выставка. Принять участие в ней может каждый. Это безудержный полет фантазии огородников. Вот давайте я ему даже вот так поставлю, чтобы его видно было, что он мой. И здесь мы не упустили возможность поговорить о революции. Я не знаю, это было бы лучше, если бы не было этой революции. Может быть, было, если бы не было этой революции, было бы что-то другое. Вот, потому что это было неизбежно, какие-то перевороты в стране. Они неизбежны периодически. Поэтому кто знает, в какую сторону бы нас повело. Человек должен быть предан праху его, семье, как христиански, как положено, как принято среди простого народа. Вот. И потом это же очень на содержание вот этого мавзолея и так далее, там тратятся немалые средства, а у нас есть куда их тратить. Для России это очень трагическая фигура, который попал под заговор еврейских этих самых капиталистов-американцев на деньги кайзера и американской разведки. Он совершил переворот. Он всего лишь пешка был в игре, в великой игре великих авантюристов начала 20 века. Я не говорю, что памятники у нас, памятники пускай остаются, это история. Это история. Ну, да. Да. Конечно, не такого уродства, где полно их памятников, но некоторые, которые имеют историческую ценность, пускай стоят, потому что они уже вошли в обыденную жизнь нашу, мы люди привыкли и так далее. Если будем сносить памятники, тогда кого ставить на их место? Во многих городах есть небольшие железные дороги для детей. Они начали открываться в 30-е годы прошлого столетия для обучения юных пионеров-железнодорожников. Одну из таких детских железных дорог мы посетили в Хабаровске. А ты кондуктор? Нет, я кондуктор. Да, неплохо. Неплохая шутка. Я дежурный. Он дежурный по станции. Не, по вокзалу. По вокзалу. Да, дежурный по вокзалу. Ребят, ну вы что встали? Ну, ему так вот ходите, всем говорите. Вот как вы видите, тут сидит Виктор,
Может, и дежурный по станции тоже говорит. А вот это вот наш пульт контроля движения по составам. Так, сегодня отработали. Нет. Отлично, не буду говорить. Хорошо. Ну, говорю, чтобы не было, извиняюсь, беспорядка, будем привлекать к порядку. Это эпоха. Это мое, можно сказать, под знаменем Ленина. Меня воспитывали, и я даже был октябренком, комсомольцем. Но потом эта эпоха прошла, и, как видите, что с нами сейчас. Амур. Это широкая река, на которой расположен Хабаровск. Здесь находится самый длинный в России мост через реку. Все его, конечно, видели. Он изображен на денежной купюре номиналом в 5000 рублей. Этот вид сделан из загадочного дома недостроя, окруженного множеством легенд. Одна из них гласит, что дом этот строился для отдела НКВД, а архитектор проекта стал жертвой террора, и его тело после смерти замуровали в одну из стен. Такой вот городской фольклор. А вот скажите, а вы были в Москве когда-нибудь? Да. А вот не было у вас желания такого пойти и посмотреть на Ленина? Ходили, смотрели. Ходили и смотрели? Да. Я очередь не достояла, ну, хотелось, конечно, очень посмотреть. А что вот именно для вас вот Владимир Ильич Ленин? Вождь. Человек? Нет. Вождь. Наш вождь. Хотя Там о нем мозаика сейчас из говорят какой-то очень много. деталь что мозаики, наверное, он, из которой- короче, был с Гитлером, там у них все вместе, там это все подоплека. То есть, ну, не такой уж он и хороший, этот Ленин. Ну, то есть, ну, Да. всякое разное говорят. Мне кажется, то, что Ленин, да, то, что он строил, к чему он шел, но это определенный этап развития нашего государства. А если бы он его не внес тогда, сейчас было бы все по-другому. Но мы счастливы тому, что есть у нас сейчас. Не знаю, может быть, кто-то со мной не согласится, но я считаю, что у нас сейчас все хорошо. Кто-то умный сказал, в тот день, когда перенесут мумию Ленина на какое-нибудь кладбище и зароют его под землю, свинцовое небо над Москвой станет нормальным небом. Правда, что в Москве свинцовое небо? Ну, как относительно, Ярик у нас вот как коммунист яростный. Он, наверное, будет этому противиться. Он у нас, наоборот, поддерживает все эти коммунистические социальные... Оживить батюшку. Да. Закопать. копать, но перед этим как бы провести такая последняя гастроль Ленина, понимаете? Я понял, Провести, ты говоришь, это круто, мумию это во охуенно. всей- Это классно, охуенно. да? Вообще это похоже на христианскую во многом мораль. У них же тоже поклонение мощам святым. То есть они тоже мертвецам много поклоняются, Ну, да. ты не знаешь. Ленин around the Russia. Вообще, кстати, нет, нахуй. Я бы вообще вокруг всей земли бы его прокатил. На это можно было очень много денег сделать. Захоронить в Америке. Да, пополнить бюджет, моторизировать его, чтобы он такой... Такой, знаешь. Слушай, ну, на самом деле это очень круто. Может, плохо, конечно, над мертвыми там смеяться, но в целом он уже мужик, только он давненько уже умер. Фигура неоднозначная, да, много там зла принесла или наоборот много там добра принесла. Не стоит, наверное. Лезть в прошлое. Да, потому что, говорю, то есть сказать ему что-нибудь просто это одно дело. А здесь же наверняка идет не просто сказать, там, например, ты заебатый или там не гони, а именно сказать, что это такое, чтобы, ну, его поступки какие-то, те или иные перекрутить. Оправдать, либо да, наоборот. То есть, там, знаешь, что-нибудь, я бы просто что-нибудь ему скажу, да, и 70 лет вот этого террора, как многие считают, коммунистического, в России не будет. А тут наоборот скажет. Ты ему скажешь, и здесь совершенно по-другому будет. До сих пор бы, блядь, царский бы гнет бы здесь стоял бы. До сих пор бы да. крепостное право. Да, какое-нибудь. Ну нет, крепостного права не было, но какие-нибудь жандармы, знаешь, с охранкой здесь бы пиздили все, кого не лень. Можно подумать, что хабаровчане всегда так зажигательно проводят вечера. Да, это именно так. Но еще в Хабаровске установили мировой рекорд по самому большому количеству человек, одновременно танцующих сальсу. Вот так, с огоньком, по-латиноамерикански.